Смотрите, завтра у меня будет полгода, месяц, как я в Испании, вот. И пора уже, наверное, записать несколько видео про мои впечатления об Испании. Так, в связи с этим. Не знаю, с какого дубля получится, хотелось бы с первого, вот на этом прекрасном фоне. Прежде всего хочется сказать, что Испания разная, как мне сказали, и я в этом убеждаюсь по мере продвижения. И во многом это связано с тем, что как бы Испания, она вся состоит из обстановленных сообществ, каждое из которых как бы само по себе, вот, достаточно сильно. Они, мне кажется, схожи только в одном. Все, кроме Каталонии, ненавидят Барселону. То есть поклонников у Барселоны в Испании на самом деле не так уж много. Только в Каталонии Барселону обожают, а во всей Испании болеют за Реал. Так что в этом плане Реал намного впереди, мне кажется. Вот. Каталония сама по себе достаточно богатая, мне показалось. Сначала от Франции там животноводческие фермы очень много, потом пошла промышленность, и как-то все так плотненько-плотненько, красивенько довольно, чистенько довольно. Я как был в Каталонии, просто one love, так. Но по мере продвижения дальше туда Валенсия, а теперь Мурсия, самое главное, что бросается в глаза, это даже не разница в каких-то доходах, это не так уж заметно, кстати сказать, хотя потиху становится заметно, по чуть-чуть где-то, но гораздо сильнее бросилась мне в глаза разница именно в количестве мусора. Вот и Картахена, вот Мурсия. Мурсия самое маленькое сообщество, самая маленькая провинция, но Картахена самый грязный город вообще, наверное, за все мое путешествие. Может быть, Неаполь с ним сравнится только. Вот это очень бросилось в глаза. Каталония и Валенсия выращивают, что касается сельского хозяйства, выращивают больше мандарины и апельсины. Вот. А Мурсия специализируется, я так понимаю, на лимонах. И миндаль. Появился он еще в Валенсии, здесь тоже миндаля много. То есть Мурсия – это лимоны и миндаль. Вот. А что касается экономики Испании в целом, тоже очень интересная ситуация. При том, что сама Испания где-то входит в топ-5 европейских экономик лучших, у нее громадный, долг, госдолг более 2 триллионов, который превышает ВВП на самом деле. ВВП на душу населения порядка 1700, там 2000, где-то 2500 примерно в месяц получается. Так очень много безработных. И это удивительно, как по мне, удивительно связано с низкой квалификацией рабочих. То есть люди не могут найти себе работу, потому что просто у них нет никакой квалификации или очень низкая квалификация. В этом плане очень респект белорусам, которые как бы нашли свою нишу в программировании и заняли довольно успешно эту нишу, и жизнь у многих белорусов в этом плане очень хороша, не хуже, например, чем у испанцев. Вот, потому что испанцы в высоких технологиях замечены не особо. Вот, но испанцы как-то умудряются, у них есть какие-то, как я думаю, какая-то такая чуйка, они занимают такую нишу среднюю, то есть продукция не сильно высокотехнологичная, не сильно высокого качества, но и не явный ширпотреб, как в Китае, все, что делается в Китае, там дешевка, да, то есть у них все как-то по-среднему. Самые известные бренды, пожалуй, как по мне, это Порцеланоза и Зара, хотя ни одного бренда в топ-100 брендов у испанцев не обнаружено. При том, как мне кажется, что достаточно большое количество безработных в стране, там доходят цифры до 10%, это только официальный уровень. Вот. Мне кажется, что на рынок труда достаточно серьезный, можно без проблем найти работу. Может быть, я ошибаюсь, мне, по крайней мере, так показалось. Вот.
Что касается Испании, как бы нация не такая спортивная, как по мне, как вот итальянцы. Они тоже любят ездить на велосипедах, гораздо меньше бегают. Да, и, как я уже говорил, если итальянцы бегают, чтобы не потолстеть, а французы, чтобы похудеть, то испанцы скорее для удовольствия. Хотя бегающих испанцев с погружением дальше в Испанию я наблюдаю все меньше. Зато все больше наблюдаю мотоциклистов. Очень мотоциклетные места пошли где-то с Валенсии и Мурсия. Мотоциклы. На велосипедах ездят, любят, наверное, с Испанией не сравняться, может быть, даже чуть похуже, чем в Франции, но где-то на уровне держатся. Так, что касается дорог. Дороги примерно скорее похожи на французские, я бы так сказал, чем на итальянские. То есть в среднем как бы качество получше там, где есть дороги, но очень много где их просто нет, как и во Франции. Это касается. Что до самих испанок и испанцев. Сама нация как бы не такая спортивная, я бы сказал, да. Мне кажется, испанцы, они плотненькими уже сами по себе рождаются, вот. И то есть в среднем они нет откровенных таких жиробасов, прям вот как попадаются, например, как попадались мне во Франции, то есть таких меньше гораздо. Но в целом, наверное, они будут поплотнее, чем французы, вот мне кажется так. Ну и в этом плане с итальянцами, конечно, сравнения тоже никакого. Итальянцы очень простые. Везде, куда я не приходил, особенно какие-то маленькие городишки, здороваются с тобой практически все. Большие города считать не будем, в маленьких здороваются практически все. Если ты не поздоровался, на тебя будут косо смотреть. Вот, то есть, как бы, они живут одной большой какой-то семьей, вот мне кажется. В этом плане испанцы намного дадут фору итальянцам даже, не говоря уж про французов. Они очень просты в общении на самом деле. Чем отличаются от итальянцев? Итальянцы более... Хотя и у испанцев тоже стоит, когда вот я захожу в ресторан, там тоже шумы какие-то стоят такие, как будто ты попал в школу во 2 класс на перемену. Вот, то есть иногда ловишь такое ощущение. То есть, но итальянцы как-то спокойнее, может быть, потому что здесь legalize на самом деле. Вот что может быть. Испанские женщины, мне кажется, намного лучше жены даже, чем итальянские. Итальянские стервочки больше стервозны, а испанские, у них есть стервозность, но при этом они более близки к такой настоящей стерве. Настоящая стерва, это как бы она близка к настоящей женщине. Отдельный, конечно, разговор, но в этом плане испанки мне нравятся больше итальянок. Хотя, наверное, итальянки будут как-то в целом покрасивее, постройнее, вот, более вызывающие, да, то есть более возбуждающие. Ну, про француженок говорить не будем. Испанцы тоже хороши, простые очень в общении, и при этом как бы есть вот какое-то такое тоже самоуважение, как у итальянцев, нету этой чопорности, как у французов, и многие говорят, испанцы сами, что когда приезжают они во Францию, им во Франции неуютно. Но французы, когда приезжают в Испанию, они просто вау, как у вас здесь хорошо. Ну, потому что и у испанцев типа все как одна семья. Много продается всяких домиков, да, но при этом такой разрухи, как в Италии и даже, наверное, во Франции, как-то я не вижу. Здесь как-то все более ровно. Может быть, нету такой изыска архитектуры, как у итальянцев, вот, и всяких разных таких фишек, как у французов, то есть более как-то ровно все, но это даже больше нравится, потому что нету такой огромной разницы, когда ты из какого-то Монако попадаешь в какую-то разруху просто. Ну, то есть это очень меня это во Франции очень сильно вгоняло в депрессию. Здесь такого нету, здесь более ровно, это как бы более нравится. Да, и я сказал, что испанцы простые и в общении, и вообще как одна семья живут, но при этом они любят попонтоваться, то есть поездить на красивых машинах. Я думаю, испанцы гораздо более сильно закредитованы, чем итальянцы, потому что очень много джипов, например, а вот этих маленьких машинок, как у итальянцев, на самом деле намного меньше.
Ну, в общем, в целом это где-то примерно все. И так видео получилось очень длинное. В общем, в Испании есть все для хорошей жизни. Испанцы живут и наслаждаются жизнью, в отличие от тех же французов. Вот, как мне кажется, они в этом гораздо более серьезные. У них гораздо более серьезная подготовка, чем у тех же французов. Вот. Ну, как-то так.